Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – тайны за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, не переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают очень красивую даму. Она и любуется собой, и вкладывает в себя. Женщина, которая всегда думает о себе. То, как было раньше, уже для вас сейчас не актуально. Вы, наверное, даже, возможно, сама себе удивляетесь, что вы раньше на что-то такое соглашались или кого-то слушали. Куда-то вкладывалась, за всеми старалась. Всем помогала, всем угодить, всем сделать хорошо, а себе ничего. Вот сегодня женщина, которая плюнула на все, не совсем на все, здесь есть, возможно, кто-то, может быть, даже и ответственность, дети, например, о ком вы заботитесь, кого вы любите. Но вы о себе тут не забывайте уже. Вы думаете о себе. Раньше, скорее всего, вы думали иначе, что надо всем все дать, а вот только себе потом, на самом конце, или ничего не осталось. Вот тут даже показывают женщину такую, которая, вот пусть это мама, да, возьмем. Вот она даже, вы знаете, вот как сама не поест, но ребенка накормит, а вот остатки она сидит и доедает. Или у нее уже остыло, а всех вовремя покормила горячую. Вот. Но сейчас вы сменили свое поведение, изменили свое поведение, отношение к себе. Себя надо любить, себя надо уважать, скорее всего. Вы это поняли уже, осознали даже, да, для себя. Вы поняли, что ни к чему хорошему это не приведет. Ничего хорошего вам это не даст. Сейчас от кого-то закрываетесь или вообще скрываетесь. Может быть, даже кто-то кого-то заблокировал и не хочет, вы не хотите, чтобы кто-то, например, просматривал вашу страницу, звонил вам, писал вам. У вас есть, кстати, черный список. Пользуетесь вниманием со стороны противоположного пола. Вас здесь кто-то ревнует. Женщина, которая ценит себя, научилась, по крайней мере, ценить себя. Из-за этого вы стали себя ценить, за вами бегают, носятся, пытаются вам как-то угодить. А вот когда вы не ценили себя, как будто бы с вас все стягивали, последние забирали, проходились по вам, пользовались. Сейчас же вы стали уже другая, я бы сказала, даже коварная женщина. Женщина, которая думает головой, она уже в омут с головой не лезет. Вы со стороны кажетесь вот людям хитрой, а здесь не хитрой, а вы ради своей личной безопасности стали такой. К вам мужчина какой-то хочет приехать, прийти или может даже написать, позвонить или поговорить с вами, а вы не хотите с ним разговаривать. Вы считаете, что вам уже не о чем разговаривать. Уже все, что надо, было исчерпано. Или когда я говорила, надо было бы меня слушать. Здесь женщина знает себе на сегодняшний день цену. Женщина, которая любит наряжаться или стали наряжаться. Каждый день как на парад. Неважно, хоть я и буду дома, а как на парад. Любите себя, даже вот смотрите в отражении зеркала на себя. Любуйтесь собой. Вы пока находитесь, знаете, в некой такой и трансформации. Тут много всяких инсайтов разных, информации извне получаете. И не знаете, за что первое схватиться вам. Здесь, кстати, человек может даже еще не определился с чем-то. Возможно, с каким-то выбором. Или этот выбор из мужчин, у кого-то здесь есть выбор из двух мужчин. Вы нравитесь многим мужчинам. У вас выбор в голове, вы взвешиваете. В какой-то степени даже в чем-то запутались и вообще не понимаете, стоит ли вообще с ними иметь дело. А у кого-то здесь идет момент выбора какого-то направления, их много. И вы не знаете, что выбрать. Выбирайте то, что вы любите делать. И чтобы вы могли бесконечно делать, чтобы вам это нравилось, не превращаясь в рутину и не задавливая вас. Вы очень такая
ответственная, прямолинейная, скорее даже стали опять-таки такой. Вас научили какие-то отношения. Вы вот как закрылись от кого-то или ушли от кого-то, вы сразу же поменялись. На вас очень сильно подействовал какой-то мужчина, незрелый мужчина. Но благодаря этому мужчине вы, может быть, стали внешне лучше выглядеть. Ходила себе в спортивных штанах, а тут стала платье носить. Это все он. И дан он вам в жизнь для того, чтобы вы, вот розочка расцвела, как говорится. Для этого. И даже если это сложные отношения, я вижу, здесь могут быть какие-то недопонимания. Может быть, еще такое чувство, хоть он и старше меня, ну как будто бы я на десятки лет старше него по мышлению, по интеллекту даже, да и в принципе. Здесь такая характеристика незрелого человека. Какие-то, в принципе, незрелые отношения проработали вас, здесь как-то повлияли на вас. То есть без толку это не прошло, и вы должны сказать себе, какая я молодец. Быть рады тому, что так случилось. Все, что не делается, все делается к лучшему. И вам переживать по этому поводу не стоит. Или переживать из-за каких-то неудачных, не сложившихся отношений тоже не стоит. Даже в принципе здесь вы можете брать, да, близко к сердцу, всерьез, чего не стоит в принципе делать. Поймите, все вокруг это проекция, это иллюзия. И это уроки для проработки себя, лучшей версии себя. У вас большой какой-то опыт есть. Даже собранный опыт отовсюду. Из разных источников. Это могут быть даже и другие взаимоотношения. В целом жизнь чья-то. Может быть тоже вашим каким-то опытом, вашим наблюдением. Многие могут думать, что вы любопытны, а вы не любопытны. Вы наблюдаете, учитесь. Наблюдая, учитесь. Мужские энергии идут. Вы еще можете, знаете, вот как, находясь в отношениях с мужчиной, бороться, морально даже бороться, и чувствуется, что вы выше, и вот с вами нужно на самом деле бороться, спорить. Даже мужчины могут чувствовать в вас конкурента, когда вы начинаете спорить. Проявление какой-то силы, но силы ума, интеллекта. Притом вы еще человек, скорее верующий человек, и человек, который все взвешивает равноценно. Здесь, кстати, и равноценный может между вами и кем-то быть взаимообмен. Даете, получаете. Также здесь женщина и сердцеедка, и активистка. И в какой-то степени есть у вас и вспыльчивость, бывает такое. Или, знаете, вот это вот загорание чем-то. Вот вы загорелись, и все. Вот вы не получите что-то, загорелись. Вы не успокоитесь. Также человек активности и скорости. Вот даже вы что-то заказали через интернет-магазин, вы хотите, чтобы это уже у вас сейчас было. Понимаете, здесь торопите, может, даже время. Иногда бывает бежите вперед паровоза. Иногда бывает еще у вас такое, что, знаете, людям может такое не нравиться, да, что вот она перебивает меня. Вот я говорю, она перебивает. Вы хотите действительно присутствует скорость, что я что-то не успею. Даже бывает, набивайте себе какие-то шишки, в принципе, поцарапаетесь, порвете юбку из-за того, что спешите, да, все быстро, 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 вот такое вот. Здесь может быть и на самом деле какая-то ответственность. Вы хотите все успеть в этой жизни. Рядом с собой, да, здесь женщина такая, кстати, которая знает себе цену. Уже сейчас вы понимаете, что я золотая девушка. Вы знаете себе цену, и вы вот, знаете, уже кого не подпустите или достойного, на самом деле, человека, императора, да, вы хотите рядом с вами, чтобы был человек сильный, чтобы человек мог заботиться о вас, а не вы заботитесь о мужчине. Вот так вы хотите отношения. Вы хотите конкретного человека, гору, на которого можно положиться, императора. И, в принципе, вы еще, знаете, успеваете, может быть, налаживать с кем-то общение или знакомство.
Неважно с кем, да, не только с мужчинами, в принципе, но и с женщинами. Вы активистка. Здесь, скорее всего, люди такие экстраверты. Они любят общество, они не могут без общества. Им надо обязательно куда-то выйти, куда-то идти, что-то делать, бежать и так далее. Вот какая-то активность вам нужна. Какое-то вот, знаете, вот движение, движуха. Скорее всего, любите большие города, там, где вот какая-то возня происходит, да, кто-то бежит куда-то и так далее. То есть вот какое-то движение. Вы не любите сидеть на месте. Для вас все это время, знаете, вы сидите, кажется, что я старею, да, или что-то мимо меня проходит, я пропускаю, да, какие-то, может быть, свои возможности, шансы пропускаете, поэтому вы хотите все успеть. Вас мужчины просто голову ломают, влюбляются. И знаете, вы еще такая женщина, которая после себя, уйдя из каких-то отношений, вот не нравится вам отношения, вы уходите, а потом мужчина после вас долго ломает свою голову. Он не может, он, знаете, тянется обратно к вам. То есть вы какой-то магнит. Магнит вы не только для мужчин, но и для женщин в целом. Вообще женщина такая, которая, я бы сказала, за вами и не угнаться, а вас не остановить, это бесполезно. Вот вы знаете цель, не видите препятствий. Захотите, если уйти, вы уйдете. Вы не будете сидеть, плакать, выжидать чего-то. Кстати, здесь женщина такая, которая смотрит на мир широко, широким взглядом. И в какой-то степени многогранная, в какой-то степени талантливая и веселая. Здесь такая оптимистичная. В то же время, да, вы вот на все смотрите под таким углом, я бы сказала, это правильный угол, да, шире. Не то, что вот есть Вася, и почему мне Вася не звонит. Вы понимаете, если не звонит Вася, позвонит Петя. А если никто не позвонит, то я найду чем себя занять в любом случае. Я женщина деловая. Вот так вот вы понимаете. Вы очень хорошо умеете, вот, как я часто говорю, переобуваться, да, находить выход из положения. И вот часто выходить сухой из воды. Вы еще такая женщина, которая, вы знаете, доведет до накала страстей, а потом раз так мягко, и вот выходит чистенькой, сухой из воды. Вот без коньков, да, каких-то. Люди скорее даже за вами не успевают. Может здесь еще женщина быть такая, которая быстро говорит. Вы быстро говорите, за вами не успевают. И вы очень владеете много у вас информации. То есть вы можете кого-то учить, например, дать какой-то нужный совет вовремя в час. И вы за всем успеваете. Успеваете за какими-то трендами, за новинками, за модой, да, или в принципе вы одеты по моде. Вот так. По моде. Вот знаете, как ученые выяснили, есть вот экстраверты, а есть интроверты. А вот есть люди, как же их называют? Отверты или отверты, вот что-то в таком духе. Они ниже, я бы сказала, это между, да, экстравертами и интровертами. Они любят скопление общества, они любят находиться там, где движуха, но потом они любят остаться наедине с собой, Вам и то нравится. Я бы сказала, здесь такая женщина всесильная, всемогущая. Могу, все преодолею. Здесь знаете почему? И у вас получается, потому что вы настроены на позитив. Вы даже острые ситуации, вот острые углы сгладить умеете. То есть вы можете, даже на вас что-то скажут, а вы можете это обернуть в юмор или посмеяться над собой. Это сила. Да. Вот есть книга такая, называется «48 законов власти». И как раз таки, да, там есть одна глава, которая вот именно описывает подобное поведение. Вот когда это и есть сила. Да? Дайте людям почувствовать, что вы глупые, но скрывайте, что вы умны. Вот так. Вот здесь вот такое что-то есть в вас. Вы любите все, кстати, красивое. Вы любите находиться там, где позитив, где смеются, возможно, даже веселые компании или, в принципе, юмор какой-то. Да, здесь люди... Но здесь я вам скажу так. Вы иногда любите посидеть за мелодрамой и поплакать, чтобы вас аж, вот знаете, взяло.
за сердечко, чтобы вас тряхануло вот так вот. Любите порассуждать о чем-то очень так даже и долго, может быть, даже как и я, да, до глубины аж копать. Вот так вот вы. Вы, кстати, даже вот что-то, когда изучаете или расследуете, вы копаете вот до самого ядра земли. Вот так вот хочется сказать. Умеете вы и отдавать, и умеете вы получать. Вот когда вы отдаете, вы 100% что-то получаете. Здесь у вас, знаете, закон работает очень хорошо. Притом вы человек такой вот, который умеет управлять энергией, денежной энергией или давать, брать вот это вот. Вы такая, у вас на все есть противоядие. Вы человек, я бы сказала, хамелеон. Вы можете прижиться в любом обществе. В обществе гнилых и лицемерных. В обществе счастливых, в обществе богатых, в обществе ты наша из народа. Да? Вот вы везде умеете быть и находиться. Скорее даже, я бы сказала, человек, который, возможно, изучает психологию или вот родился таким, да, он умеет где-то прогнуться, не совсем, да, напрямую, хотя в принципе, в целом человек, который прет на прополую и не остановить, но где-то стоит и прогнуться, вы умеете. Где-то промолчать, хотя хочется накричать, вы умеете и прогнуться. Значит, это чего-то стоит, понимаете, вы просто так не будете это делать по каждому поводу и без повода прогибаться, вы такая еще жару дадите. Вот так вот. Также долго не держите, в принципе. Я вижу, подулись, пообижались, да, а потом как-то забыли. Потому что вы, я говорю, очень легко умеете переобуваться. Вы умеете найти чего-то более достойного, нежели находиться в чем-то таком токсичном или депрессивном. Да, вы умеете быстро выходить из депрессии, находить для себя какие-то веселые занятия или приятные для себя занятия. А вообще человеку, который, знаете, никогда грустить долго не будет. А однозначно, вот делали вам больно, тут делали вам больно. Пытались вас даже, вот знаете, уничтожить. Кстати, на вас кто-то обзывается на сегодняшний день, злится на вас. Знаете почему? Потому что вы очень сильная. На сильных людей всегда, вот знаете, найдутся обезьяны, которые показывают языки. Поэтому вам не стоит обращать внимание, скорее всего, вы не обращаете внимания. Причем, знаете, кто на вас злится? Те люди, которым вы помогали. Гады такие, да? А вы о них знаете вот так вот. Я бы не сказала, что вы их там называете сволочами. Вы думаете, все равно такая глубокая женщина, которая не думает, почему же они так поступили. Может быть, у них не все в порядке с головой, да, а может психические нарушения, а может в семье что-то не ладится и так далее. Почему человек поступил так? Здесь, кстати, человек, который ищет до глубины, копает факты какие-то, пытается разобраться даже в людях, не сразу же с мечами накидывается. Вы еще подумайте, почему человек так поступил. А может быть, из какой-то безысходности, да, а может, человек несчастен. Вот тут такие люди, которые умеют понять вообще в целом. Бывают, да, люди сразу злятся, кипишуют и начинают кого-то обзывать. А вы же сидите вот еще и подумаете, почему человек так поступил. Также вы и сама на кого-то, в принципе, обижены, да, есть у вас обида, но, скорее всего, это касается чувств любви. Вы вот как-то похоронили что-то окончательно, но вы иногда, бывает, возвращаетесь к этим мыслям о каком-то человеке. Что-то мы сегодня долго говорим о портрете. Окей. Вы очень активны, у меня слова так быстро, поток идет, что странно даже. Иногда бывает вот тянется, да. Когда особенно слова выдавливаются, это вот чувствуется, что у человека какая-то или боль, или депрессия. Вот здесь вот прям какой-то оптимизм есть, такое движение, какие-то вот даже скачки могут быть такие в настроении, да, или в том плане, что вроде как и позитивное, но сразу же у вас раз и революция. А совершу-ка я сегодня что-то, да, такое. Вот такая спонтанная, от вас вот не ожидаешь. Вот сидите вы себе, чай пьете, а тут раз резко вскочила и побежала. Вот такая вы. Хорошо, смотрим дальше. Тайны за вашей спиной. Тайны.
Тут, скорее всего, известие, о котором вы еще не знаете. Известие, связанное с возможностью, с получением чего-то. Скорее даже, вот знаете как, я этого хотела или заказала и жду это, и это пришло. Это даже быть элементарно какая-то посылка или, в принципе, да, какое-то письмо или сообщение от кого-то, от кого вы ждали. Вы будете в шоке. Вы будете в неком таком, знаете, удивлении. Я бы сказала, все так быстро шло, и тут вот раз такая и пауза. После данного сообщения, скорее всего, вы вот войдете в какую-то паузу. Но все же, да, имеет место быть здесь чувством. Сообщение, которое даже вот может быть так шокировать, что вот, например, кто-то, да, общались вы с кем-то, а тут резко, внезапно человек признается в любви. И у вас шок. У вас просто... Ладно, да, вот какая-то такая и пауза долгая, и вы не знаете, что на это сказать. Но вы рады. Кто-то здесь даже с этим сообщением потешит свое самолюбие. Я бы сказала, очень даже потешить. Будете гордиться собой. Здесь не показывают человека эгоиста, который, знаете, вот сидит там, потирает ручки. Здесь показывают какую-то вашу заслугу, в принципе, через сообщение. Так, здесь могут, кстати, прийти какие-то финансы. Здесь может быть даже возвращение долга или же кто-то вернет долг. А у кого-то, да, вот именно может быть придет сообщение. Это не говорит о том, что это СМС. Это в разном смысле может прийти как сообщение, связанное, знаете, спросить, как дела, но под видом потом дать следующий вопрос: слушай, а не займешь ли мне денег? Не напрямую, давай, да, слушай, займи меня, а вот как-то, знаете, вот так вот не сразу же, но это будет вот как-то тянуться. А у кого-то здесь именно проиграется то, что вас куда-то зовет человек или приглашает, но здесь есть такая некая хитрость, но человек хочет от вас эмоций. Получить какие-то приятные эмоции, подкупить как-то вас хитро. И вот вопрос у него: получится или нет. Притом, знаете, ну, скорее, опять-таки, незрелый или моложе вас, но человек таит такое... Вы можете общаться, но он таит вот эту вот любовь или проявление вот эти любовные. Таит. Все может быть даже вот как делами сверху покрыто. Там надо сделать что-то, или у меня есть что-то интересное, хочу рассказать, поделиться новостью. Но здесь есть тайна о том, что нравится человеку, симпатия. И я бы сказала, даже физический сильный интерес. Но даже что-то представляет постельное с вами или интимное, но он не признается в этом. Он трусит. И стыдно. Притом у него фантазии еще те. Здесь показывает, что человек, скорее всего, или проводник, или кармический. Ой, слушайте, такой хитрый, очень хитрый лис. Он кармический. Через него у вас идет знакомство с другим человеком. С этим человеком вы общаетесь. Это мост. Это кармическая проработка себя даже. Но я вам скажу, здесь скрывается постель. Ничего серьезного с этим человеком нет. Скрывается постель. Позвать вас куда-то. Пригласить на ужин. На вечерок. Посидеть.
что-нибудь выпить. Вот что-то такое. Потому что здесь дьявол выходит. Здесь может быть даже и напитки. Но эта ситуация чему-то тоже, опять-таки, научит вас. Через эту ситуацию у вас будет знакомство с серьезным человеком, с которым заключается брак. У кого-то просто идут такие, знаете, вот я бы сказала, уроки, но опять-таки это вам решать, да, здесь человек какой-то будет серьезно настроен на какие-то отношения с вами или предложение уже чего-то серьезного. Давай жить вместе. Ты мне нравишься, признание в чувствах. А вот этот мальчик уйдет в сторону. Вы, кстати, увидите, как он хитрит. Начнет, кстати, на самом деле как-то вести себя, может и на самом деле подкупать вас и ждать. Притом он у вас видит какие-то денежки. Хитрюга. И физический интерес. Здесь, я бы сказала, у кого-то и свадьба состоится. Вот мы про тайну говорим. Тут я говорю то, что вы еще пока не знаете, но это уже есть. Скорее всего, мужчина вот этот вот, он уже есть где-то на вашем горизонте. Или вы знакомы с этим человеком. Король кубков. Это рак, скорпион, может быть, или рыбы. Человек, который несет в вашу жизнь изменения, перемены. Вас хочет побороть. Вас хочет не то, что побороть, а вот чему-то научить вас. Он, кстати, видит и, скорее всего, даже ревнует вас. Но вы будете с этим человеком. Вы сами притянули. Кстати, вам скоро откроется какая-то тайна о деньгах. Или деньги эти где-то лежали, но не использовались. Или вы найдете где-то деньги. В кармане заваляли. Причем такая сумма. Не мелочь какая-то, вот, ну что-то такое крупное. Крупная сумма может где-то в кармане, в кошельках. Может, у вас 10 кошельков. А где-то, да, например, у вас несколько карт. Половинами карт вы не пользуетесь. И вот на одной из них вот найдутся какие-то деньги. Или также какая-то, может быть. Небольшая, но все же. Здесь женщина на вас очень сильно обижается. Сейчас мы посмотрим, что за женщина. Зло таит. Знаете, здесь не чтобы зло, я бы сказала, ругается. Ну, хорошо зажиточная женщина, хорошо живет, все у нее есть. Старше вас, даже, я бы сказала, есть седоватый волос. Женщина, кстати, которая, может, управляет чем-то, сама себе хозяйка или работает на себя, может быть, самозанятая. Есть у нее семья, хорошая, я бы сказала, достаток в семье. Она от вас стоит. Она не говорит напрямую. Или же, вот знаете, есть между вами общение, но вот общение почему-то ей с вами не нравится. Но приходится с вами общаться. И при том, что она скрывает. У нее, знаете, вот как будто бы о вас есть разная информация. И положительная это может быть информация, и отрицательная информация.
А вас как будто бы кто-то ей доносит. Это не начальница ли ваша? Это может быть даже женщина, даже и конкурентка ваша. Но здесь вот как будто бы кто-то доносит о вас какую-то информацию. Она прямо не заявляет вам что-то в лоб. Здесь, кстати, вот как будто бы нам стоит или распрощаться, или завершить какие-то отношения. Может, это ваша начальница или коллега вышестоящая, или, в принципе, зажиточная. Хорошо живет, все у нее есть. Злости очень много. Почему-то она может еще думать, что вы на нее что-то плохо говорите или разносите какие-то слухи о ней. Вы ей даже в чем-то и помогали, или помогаете до сих пор на сегодняшний день. Или благодаря вам она что-то имеет. Есть какая-то цепочка даже, вот знаете, как звенья. И вы, и она в одном звене. И она без вас не может, и вы без нее не можете. Притом, знаете, она на вас зуб точит. Но понимаете, что напрямую вам не надо это говорить. То, что что-то или сорвется, или не получится. Будет какое-то или примирение, или вы о чем-то с ней договоритесь, придете к какому-то выводу, консенсусу, подойдете. В общем, здесь будет уравновеситься отношения, или придете к мирному договору. Также здесь, может быть, даже наладятся ваши отношения. Но вот у нее какие-то догадки, это догадки, да, что вот вы ее тоже ненавидите. И вот как будто бы вы разносите какие-то слухи, что хочется дать по башне. То есть она хочет в этом разобраться. Скорее всего, она в чем-то разбирается и очень много об этом переживает. Ее это задевает очень сильно. Да? Здесь такая картина, когда хочется плакать. У нее вот какое-то даже будет прозрение. Поэтому и будет, скорее всего, даже такой конструктивный, может, или разговоры, или примирение. Но здесь ничего такого нет, оно выровняется. Ничего опасного нет. Давайте еще посмотрим тайны за вашей спиной. Куда-то вы торопитесь. Тайны за вашей спиной. Ну, вы такая активная женщина. С вами всегда хочется бороться, с вами хочется конкурировать, хочется переплюнуть. Вы вот для многих людей являетесь какой-то планкой, которую нужно перепрыгнуть, переплюнуть. Вам, возможно, очень много завидуют. Вам, возможно, даже, вот знаете, не заявляют прямо в глаза, а пытаются тоже что-то. Вот вы даже, знаете, как мотиватор. Вот вы хвастаетесь, например, да, а люди вот, для людей это планка, они тоже так хотят. И вот они тоже начинают что-то делать, дабы быть в том же положении, в котором находитесь вы, да, жить себе хорошо и припеваючи, или получать, возможно, что-то, что имеете вы счастье, деньги, любовь там, и так далее. Но вот вы, знаете, для кого-то даже и мотиватор. Мужчина какой-то, вот смотрите, ему очень сложно. Он вот, знаете, хочу признаться, или хочу ей выговорить, или хочу поскандалить, даже поругаться, но я не могу, да, я не имею на это права. Или мы еще не замужние, да, чтобы что-то выговорить. Вот тут вот какое-то такое стеснение есть. Вот он хочет с вами о чем-то говорить, или вас притормозить, а вы все куда-то бежите и отвлекаетесь на какие-то свои дела или уходите в свой мир, да, там закрыты.
а до вас не пробиться. Вы вообще, в принципе, для него, вот как он считает, вы вкусная манка, но сложная. И хочу... Но она сложная, сложный у нее характер. Можно даже... Знаете, человек... пытался вам в чем-то помогать, и это было сложно. Даже предложить свою помощь, потому что вы, может быть, отказываетесь, не идете ему навстречу. Иностранец или человек далеко находится от вас? Да злиться тоже. Слушайте, тут... я вам скажу еще так. Кто здесь будет? Зрелый такая, это женщина какая-то, Которая старше вас. Все остальное, все, что мы видим, да, все какие-то незрелые. Если это мужчина, то это какой-то незрелый. То пажи, то рыцари пытаются, понимаете, сбить вам корону или дать вам шашки. Вот, потому что вы вот какая-то такая в какой-то степени, для них конкурентка. Сильная слишком. да, все знающая, вас не переплюнуть, или я говорю, она меня перебивает, да, вот в таком духе. Пытаться вот с вами перебороть вас. Нет, это все честно. да, вы выигрываете постоянно, вы очень мудра, притом еще и красиво. Да, вы скандалистка, он говорит. Тронешь, вот как... Да, развоняется, боится. Возможно, уже были споры, были конфликты и были какие-то даже ситуации, где он проиграл. Хочет вам еще что-то выговорить, но молчит. Не понимает, чем это закончится. Боится вас. И даже перед вами стыдно. Или вдруг что-нибудь не то ляпну, подумает, что я дурак. Но подглядывает. у человека этого какие-то есть тайны от вас. Ну, тайна заключается в том, что вы крутая, слишком крутая для него. Но Он, знаете, я бы хотел с ней как-то... Или договориться, да, или что-то построить, или быть с ней, или даже вот в постели быть с ней. Но я ее боюсь как мужика. Она такая, вот даже кажется, что И в постели, но... вот он думает, даже если мы и в постели, но все равно я чувствую какое-то вот давление, что она сильнее, она по развитию умна, да. И мне в чем-то стрёмно. Вот как говорится, Это все падает. из-за этого, из-за того, что вы круче. Он себя чувствует каким-то щенком грязным, неумытым. Вот знаете, вот каким-то таким ущербным перед... И притом человек все равно Бывает идет в бой к вам. Бороться, отстаивать, доказывать что-то. А вы раз так пальчиком, хоп, так, и все. И все вопросы отпали. и вы в победе. Ну, это незрелый мужчина. Пытается, знаете, даже вот я бы сказала, чем-то похвастаться перед вами. Но это опять-таки оборачивается ему боком. Возможно, вы знаете, как человек вроде хотел показать какую-то свою крутость. Вышло так, что я как мальчишка хвастаюсь. Маленький. Мне купили машинку, или я купил машинку. Посмотри. А потом он понимает, что, блин, тупость спорол. И опять она умная. И опять она выиграла. Да, то есть ваш портрет настолько Красив, настолько... я бы сказала, даже заслуживает уважения, что перед этим уважением, да, он кажется вот где-то на уровне 0. Вот так. Ему стрёмно в этом признаться, что он не мужик. А если По факту, по правде, по аргументу. да, это незрелый мужчина, непрозревший. Хочется вот сказать слово молоко. На губах не обсохло. На самом деле, Такое ребячество детское или юношеское. максимализм. Давайте дальше смотреть. Еще какие тайны. Опа.
Ну, тут кто-то, слушайте, как будто Вот смотрит тоже расклады, как вы сейчас. у вас. Очень много смотрит. Это может быть интернет. Или человек заказывает расклад. Это мужчина. Вот ходит. К бабулькам, ведающим, да, или гадалочкам, и спрашивает, денежки за это платят. Он не знает, что будет дальше. Он хочет знать все. И будете ли вы вместе? Мужчина, от которого вы ушли. Слушайте, он вам знакомый. Это Мужчина, он ходит по гадалкам сейчас. его положение, В чем-то пошатнулось или нестабильно. я бы так сказала. Сейчас у человека даже какой-то страх перед будущим, остаться одному в целом, или же с пустым карманом. Вы и здесь. Сил. Она ему говорит о вас, очень много информации, или в принципе одно и то же. Может, человек несколько раз что-то спрашивает, она одно. Тоже отвечает, или я тебе уже говорила. Человек хочет к вам. Возможно, человек очень много ездит. Здесь был треугольник, и здесь есть еще женщина. Женщина, которая цепляется, вот, Хочется сказать, мужской подол, да, она за ним бегает. Она его любит, она его хочет. Здесь какая-то страсть. Она его страстно желает. А он обманывает ее. он пользуется ней, Пользуется пользуется положением, постель. только для своих утех. И все. Человек хочет закончить эти отношения. Но Человек хочет даже уходить. Скорее всего, будет расход, развод. Он хочет серьезности. Он хочет вкладываться, помогать вам. Я бы сказала, дорогу к вам держит. Вам держит колеса здесь. У колес. Там. А вы ему фиг вот так покажете. У вас другой мужчина, говорю, идет. Этот. Кстати, от этого мужчины Может быть, ребенок. А второй здесь еще может проходить так, что то у вас другой будет мужчина, от которого будет тоже ребенок. Вы этого человека оставите. Человек придет, скорее всего, к вам или напишет, или позвонит. Будет здесь можно даже. общение, но вы вот или закроетесь, или не ответите. И человек с опущенной головой уходит. И там все тоже разорвано отношения у него с другой женщиной. Злиться будет. Слушайте, здесь из злости зависть. Что вы, знаете, вот кому-то достались, видит, что он увидит вас где-то, да, или, скорее всего, даже в жизни, приедет, возможно, но увидит, что Вы такая вся звезда высокого ранга. вы, вот знаете, его недостойны, или что у вас кто-то есть. У вас, Кстати, будет, мужчина, который с которым вы уже знакомы. И человек постоялец, стабильный человек. стабильный мужчина будет около вас. Бородка. Толстый кошелек. Он будет платить. Вот идет свадьба, идет ЗАГС, идут какие-то бумаги, или Может быть, да, в момент серьезных отношений человек, вкладывается, человек за что-то платит, за вас. возможно, даже у кого ребенок есть уже от прошлого брака, здесь человек возьмет полностью ответственность, денежную, финансовую ответственность. За вас и ребенка или детей. Кого-то может И несколько детей. А этого вы оставите с носом человека. Человек даже, я бы сказала, от чего-то может пострадать или заболеть из этой ситуации. потому что крутил, вертел,
Здесь даже, возможно, долгое время скрывал какую-то любовницу. Но и с любовницей не выходит. Любовницы — это тоже люди. Это тоже женщины, и они долго ждать не будут. Что еще за вашей спиной? Какие тайны. Какой-то застой. Выход. Выход из какого-то Застойного состояния, даже я бы сказала, не просто застойного, а еще плюс со вкусом страха этот застой. Вы чего-то боитесь, зачем-то наблюдаете, переживаете. о чем, Вы быстренько, вот знаете, как опять-таки, сухая из воды вышла. Или быстро эта ситуация разрешится. Возможно, даже, да, здесь будет какой-то денежный вклад какого-то мужчины или помощь от мужчины. Возможно, же мужчины, который будет в вашем будущем будет вот как-то вкладываться и помогать решать вашу ситуацию. Кстати, здесь через нового мужчину, как нового, да, мужчина, с которым вы вступите в отношения, сбудется ваша какая-то мечта. Возможно, даже или поехать куда-то, или посетить что-то. Вот, я говорю, вы... Здесь начинается и заканчивается, да, смотрите? Как? Не заканчивается, а постоянно. Да, вот как будто бы вы на самом деле ведете какое-то такое расследование через карты, через знаки, пользуетесь какими-то практиками, которые, возможно, связаны с какой-то вашей мечтой, да, или с воплощением чего. Даже счастье, мужчина, деньги, да что угодно может быть. И вот знаете, вот как будто бы уже вот те практики, которыми вы пользуетесь, может, это аффирмация. Да что угодно может быть. Вот сейчас уже сейчас. Когда вы смотрите данный видеоролик, уже что-то в вашей жизни происходит. Здесь такие идут, знаете, вот как полными, но при том это вот закрепляется. как будто бы вы что вслух вы сказали, то на самом деле и происходит. Что вы во сне увидели, проснулись утром и рассказали, например, сон, это и происходит. Здесь показывает, что меняются какие-то картины перед глазами. Меняется. Это может быть на самом деле коллаж желаний. У меня почему-то картиночки идут. Но здесь какие-то практики есть. И вы знаете, они работают. Работают. Сюда идет информация. Не балуйтесь. Но вы и не балуетесь. Просто как предупреждение, да, не входите именно в контакт с черными силами, потому что как будто бы, вы знаете, если вы надумаете, да, что-то такое сделать именно какой-то черный ритуал. Это черные ритуалы, когда на перекрестке отдается откуп. Вот не нужно. Потому что обернется все страшным боком. И здесь уже из воды не выйдешь. Но навряд ли вы это делаете. 22. 2, 2, 4, четверки, 31, 13. Кто-то родился в эти числа. Для кого-то числа, символы, сильные даты. Возможно, эти даты у вас происходят какие-то трансформации, изменения, идеи в вашей жизни, перемены. У вас, кстати, это могут быть даже такие даты, когда в эти даты случаются какие-то грандиозные события в вашей жизни. Свадьбы, дни рождения, праздники, новоселья, покупка чего-то крупного, да, или наоборот, может быть и негативное что-то происходит в эти даты. То есть это может быть что угодно, да. Не будем, как говорится, приволовывать это, но вот что-то вот такое есть. Не колдуйте, ни до чего хорошего не доведет. И вот знаете, такое еще чувство, как будто бы вас когда-то в прошлом пытались прожить. Вот вас, знаете, выходили под каким-то таким, под луной, да? Именно то влияние, когда вы не замечали, что вы делали. А здесь сыграла вот какая-то манипуляция. Вы были под воздействием кого-то. Это может
деле быть мужчина, который хотел приворожить вас или хотел тем самым укрепить отношения, чтобы вы никуда не ушли, или чтобы любили его, или влюбились в него, были влюблены в него и так далее. И вы на самом деле это чувствовали. Вы могли, знаете, на тот момент даже просыпаться в поту среди ночи. Вот особенно, когда резко и внезапно ты просыпаешься от 3 до 5 утра, это стопроцентное воздействие кого-то. Это именно такое воздействие. Манипуляция, да, чтобы ты сделала так, как хочу этого я, как моя воля велит. Вот вы ходили под чем-то таким. И на самом деле, знаете, что перебило это? Перебило здесь какой-то... Вот, или ваша практика, или, да, здесь кто-то, может быть, чистился, может быть, человек, который прошел трансформацию, это вот как все стёклось или горело до пепла. Но, скорее всего, здесь были... кажется, даже чистки. Кто-то зажигает дома свечи белые, кто-то церковные свечи, кто-то окуривает свое жилье, что угодно могло быть. Кто-то здесь обращался за помощью к мастерам. Кстати, здесь вот женщины, которые или часто посещают мастеров, или же изредка, да, приходят к таким. А может, это раскладывают, да, быть? Это именно расклад Таро. Рассматриваете. Вы знаете, у вас уже много что избылось, в принципе, смотрите. У вас много что уже избылось и еще сбудется. А больше всего мне идет коллаж желаний. Вот как будто бы человек пользуется коллажем желаний. Или висит на стене у вас. Вот то, что мужчина на вас или вводил вас в это состояние, именно воздействовал когда на вас, вот что-то у него и забрала жизнь. Почему говорю никогда не власти туда, где договор с дьяволом, во что-то черное, какую-то чернуху и так далее. Потому что дьявол всегда забирает с процентами. Нищета, болезни, что угодно. Страшные ситуации, аварии, даже что угодно. Смерти. Или забирает, что вам очень ценно, близкие люди и так далее. Человек что-то потерял. Человек, который любит деньги. Вот такой вот. Опа, карта сама. Слушайте, как вас тут хотят перебороть, притом вы защищаетесь, пытаться в вас вонзить ножи. Хотя здесь палки. Такое слово «я хочу ее побить». И есть желание с ней что-то выяснить. У вас на все всегда какой-то подготовленный ответ есть, удар. Возможно, вы знаете, вы когда покинули какие-то отношения, мужчина или в принципе не дали на что-то согласие, мужчина до сих пор держит вас вот на таком, чтобы вам, знаете, такое желание именно внутреннее. Это не есть, что человек что-то сейчас делает против вас. Желание, чтобы вас как-то победить. Или вам было в жизни больно так же, как и ему сейчас больно. Знаете, вот в некой степени такая месть. Вы ничего не делаете с ним. Оно уже у вас, в принципе, я не скажу, что какое-то загрязненное пространство. У вас может быть какое-то временное состояние, которое скоро разрешит. Именно каких-то страхов, может быть, тревог, да, или переживания о чем-то, оно разрешится. Но это не есть момент чьей-то порчи и так далее, или какого-то магического воздействия. Здесь такого ничего нет. Вы получите сполна, я бы сказала, то, скорее всего, и даже больше. Это идет или финансы, или вот какие-то физические притяжения в плане материального чего-то. К вам оно идет, к вам оно на пути.
Притом здесь даже, знаете, вас куда-то и позовут на высокооплачиваемую должность или работу в целом. Да, здесь может Прийти сообщение. Это вот как высшие силы. услышать. Здесь, я бы сказала, вам Почаще нужно очищать свое просто пространство. Но, знаете, мы и сами можем засорить свое пространство дома, да, если мы будем просто даже негативно о чем-то мыслить, мы уже сами себе делаем порчу, гадости. Именно поддерживайте тот позитив, который в вас есть. Позитивное мышление. Окуривайте жилье. Вот как это... Я постоянно окуриваю жилье. Это может быть Бобковый лист, это лавровый лист, это может быть полынь. Можете или тем, можете всем сразу. Бывает, венчик скручивают, да, специальный и окуривают этим венчиком. Там же и лавровый лист, там же и полынь. Самая классная полынь. Можете маленький кусочек сжечь. Я делаю на сковороде, у меня сковорода специально. И я не специальная, а обычная сковорода, но специально для этого дела, да, вот я именно кладу все это на сковороду, поджигаю и для того, чтобы... Вернее, вы проводите чистку, всегда открывайте окна, чистку помещения. Всегда открывайте, чтобы вся нечисть выходила. Видите, кстати, когда нечисть или даже вот какая-то, знаете, просто аура в доме негативная, она может быть сама же из-за вас негативная, если вы негативно будете думать, раз аура и засоряется. И начнет именно коптить или черный такой полиция, да, когда сжигается это все. То есть вы сами увидите. Вам, кстати, и легче станет. У вас сразу же, вот моментально, даже... Попробуйте завтра, например, да, или послезавтра, когда у вас будет свободное ближайшее время, почистить свою ауру. Вы можете заметить, как после того, как вы почистите свое жилье, у вас вот раз и что-то произошло, да, что-то сдвинулось, например, с места, или появились какие-то деньги, или вас куда-то пригласили. Да, вот именно здесь получение каких-то ресурсов или важного предложения. Серьезного предложения. Или, может быть, выгодного предложения. У кого-то даже вот появится работа какая-то, да, вот не было, а тут раз вам позвонили. Позвали, выбрали вас. Даже это может быть и крупный подарок. Или дорогая поездка, или дорогое приобретение какое-то. Может подарок быть, или дорогой подарок. Сразу начнется какое-то движение. Движение с какой-то целью, да, то есть это не просто будет движение или поездка куда-то. Однозначно это имеет в себе место быть какая-то цель. Чего-то вам в голову взбредет, хочется сказать, взбредет, но это не взбредет, это именно инсайт. Да, или вас именно подстроят так, что высшие силы вас в эту дорогу поведут или к этому движению. Если у кого-то вот начнется все по-новому или новый проект, или да, продолжение каких-то важных дел, то есть какие-то будете делать дела, может быть, которые вы отложили из-за кого-то или да, по каким-то своим обстоятельствам. То есть вы начнете опять дело, опять возобновлять и опять будете получать что-то, да, деньги, например, заработки. У кого-то восстановится, например, раньше я делала ногти, 100 лет не делала. Маникюр. А вот сейчас буду делать маникюры. И опять дело пойдет. Но помните, что заниматься нужно тем, что вы обязательно любите, и оно точно пойдет. Хочется сказать, в потайном шкафу где-то лежат деньги. Вот поверьте, где-то у вас там в закромах завалялись деньги. Или на какой-то карточке, да, которая завалялась, лежат деньги. В сумочке, в кошелечке, посмотрите, лежит деньги. Лежат деньги. Притом сюда такое вот... Знаете, еще идет
М. Почему-то монета удачи, но это, возможно, даже, знаете, эти деньги, Это не просто деньги, которые вы дома найдете, это счастливые деньги. Положите их в кошелек и носите вот как сувенир. достижения других денег. Это не простые деньги, Или, это вот какие-то... я бы сказала, волшебные деньги. Возможно, Эти деньги притянут какую-то вот вашу мечту. на самом деле, Или, да, быстрее сбудется ваша мечта. быстрее притянете. А хотите, чтобы ваша загаданная мечта быстрее сбылась? Вот загадайте желание и пальцем. В небе нарисуйте звездочку. Вот так вот прям звездочку. Да, как вы видите, именно по контуру. Не так, как мы привыкли рисовать звезду, да, а Так вот. Раз, 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 раз. Сейчас для наглядности я вам нарисую. нарисую звезду. Вот так вот. И ваше желание быстрее Нет. ни с кем не Старайтесь не вступать в конфликты. У вас будут, кстати, кто-то вот с вами хочет поругаться. Это уже было с самого начала расклада. С вами хотят поссориться, поругаться, вытянуть вас какие-то негативные эмоции. Вампиры, скорее. вампирюги. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи В следующих видео на канале Ведескара.